удаленной лесной местности, где шум деревьев смолкал перед могучим молчанием природы, произошло невероятное. Мать приняла решение оставить своего младенца в этих диких лесах. У нее не было места на сердце для любви и заботы, только холод и равнодушие. Младенец оставался лишенным материнской заботы, совершенно одиноким, тщетно борясь за выживание. Мать этого ребенка не нашла в себе силы стать материнской фигурой в его жизни. Беспокоясь и чувствуя отчаяние, она безжалостно оставила новорожденного в лесу, лишив его заботы и любви. Но что-то, или, возможно, кто-то другой, оказался в том же месте в нужный момент. Молчаливость леса прервала звук шагов, приближающихся с громким эхом. Медведь, величественный и огромный, почувствовал запах младенца своими ноздрями и понял, что этому малышу грозит опасность. Следуя своим инстинктам, медведь понес младенца до дома старого охотника. Охотник с серыми волосами и уверенным взглядом наблюдал за этой странной сценой, стоя на пороге своего дома. Осторожно приблизившись к медведю, он осмотрел младенца и бережно взял его в свои добрые и сильные руки. Он поступил быстро, потому что медведь — дикое животное, и ему было страшно, но другого выбора у него не было. В сердце охотника, воспоминания о детстве которого давно остались в прошлом, жила неразделенная любовь и забота. Младенец, которого он назвал Сашей, вырос под его опекой. Но в этом мире всему есть цена, и справедливость нельзя скрыть от глаз. Было начато расследование, чтобы раскрыть тайну младенца, оставленного в лесу. Все были поражены, узнав, что медведь нашел Сашу и привел его к охотнику. Пресса публиковала заголовки, полные удивления и недоверия, а скандальные разговоры заполнили воздух словами сомнений. Через несколько дней полиции удалось отследить настоящую мать младенца. Ее звали Ангелина, и ее душа была черна от злобы и предательства. Ревность и нежелание взять на себя ответственность за новую жизнь привели ее к безумной мысли оставить ребенка в самых густых лесах. В скорбных одеждах офицеры отвели Ангелину, обвиняя ее в жестокости и безразличии. Общество требовало ее наказания, и она была отправлена за решетку под обвинением в преступлении, совершенном против беззащитного ребенка. Однако даже находясь в тюрьме, она не выказывала скрупулезности или сожаления. Саша рос под заботой и любовью охотника. Он наслаждался прелестью природы, воспитываясь среди могучих деревьев и охраняемых холмов. Он был мальчиком, который остерегался жестокости мира и сохранил свое сердце от нее. Однажды Саша обратился к опытному охотнику с просьбой показать ему место, где его нашли. Вместе они отправились в глубины леса, туда, где началась их история с медведем. Место было пугающим, полным диких зверей, от которых нужно было беречься. Но внезапно появился старый медведь с седыми следами долгих, полных приключений лет на своем теле. Он моргнул встречным и пошел своей дорогой. Именно это был тот самый медведь. Саша осознал, что даже без своей биологической матери он нашел любовь и защиту. Его сердце наполнилось благодарностью и признательностью к охотнику, который заботился о нем так, словно он был его собственным ребенком. Саша в мыслях выразил свою признательность медведю за то, что тот спас его и привел в его жизнь заботу и любовь. В этой жизни никто ни за что-то не отвечает. Любовь заменила боль и одиночество в сердце ребенка, и он с гордостью и слезами смотрел на охотника, понимая, что нашел свое долгожданное семейное счастье. И все это произошло благодаря медведю, великому и могущественному существу, которое нашло младенца и привело его к охотнику, ставшему настоящей семьей для Саши. Они смотрели друг другу в глаза, осознавая, что судьба их непредсказуема, а их связь неразрывна. Вместе они продолжали свое путешествие в этом захватывающем мире.
Следующие годы Саша и охотник провели вместе, оставаясь неразлучными товарищами и преданными защитниками друг друга. Охотник стал наставником для Саши, учил его охоте, выживанию в дикой природе и уважению к окружающей среде. Саша был хорошим сыном. Охотник передавал ему свой опыт и мудрость, учил их умениям охоты и выживания в дикой природе. Саша с благодарностью принимал каждый урок, стремясь быть как его наставник. Саша старался быть полезным и преданным членом команды. Он делился своими радостями и горе с охотником, поддерживал его в трудные моменты и старался быть в опору. С каждым днем их связь становилась крепче, и они на самом деле стали настоящей семьей друг для друга. Они проводили дни на охоте, сражаясь с трудностями и опасностями дикой природы. Охотник учил Сашу силе и стойкости, доказывал, что с верой и умением можно преодолеть любое препятствие. Вместе они развивали свои навыки. Вместе они отправлялись на охоту, несмотря на трудности. Саша всегда оставался оптимистом и решительным. Он не забывал о своем прошлом и благодарил медведя, который спас его и привел к нему. Саша понимал, что без медведя он никогда бы не был здесь, наслаждаясь жизнью в компании охотника, который стал для него гораздо больше, чем просто опекуном. Вместе они открывали для себя новые уголки леса, наслаждались красотой и разнообразием природы. Их приключения становились историями подвигов и открытий. Они учились не только выживать, но и ценить окружающий мир, его уникальность и уязвимость. Со временем Саша вырос и стал самостоятельным молодым мужчиной. Его связь с природой и умение самообеспечиваться помогли ему стать охотником, которым гордился его наставник. Охотник с гордостью смотрел на своего подопечного, понимая, что его долгожданный ребенок вырос и готов самостоятельно идти по своему пути. Но, несмотря на все перемены, Саша и охотник оставались тесно связанными своими сердцами. Они поддерживали друг друга в трудные моменты, делились радостями и печалями, словно отец и сын. Их история была уникальной и неповторимой, и они никогда не забывали о благодарности к медведю, который пересек их пути и позволил им продолжить прекрасное приключение в этом непредсказуемом и удивительном мире природы. Хотя много времени прошло, события этой истории всегда оставались в сердце Саши и охотника. Они никогда не забывали о медведе, который стал первым знаком их судьбы и привел их друг к другу. Для них медведь стал символом дружбы, силы и надежды. Охотник и Саша провели в лесу несколько незабываемых лет, вместе преодолевая трудности и находя радость и поддержку друг в друге. Саша стал сильным и уверенным молодым человеком благодаря лесу, который был его родным. Они исследовали сокровища и расширяли свои знания о природе. Их связь с медведем была особенной и нерушимой. Он стал для них духовным проводником, помогая им сохранять веру в себя и в мир. Однажды во время прогулки они обнаружили небольшой лесной источник с чистой, прозрачной водой, которую они назвали источником любви и надежды. Вода из этого источника, по их мнению, обладала особой силой, помогала найти любовь и счастье всем, кто ее принимал. Их история была известна в округе, и многие приходили, чтобы пить из этого волшебного источника и загадывать желания. Множество людей заявили, что их жизни изменились к лучшему после этого. Саша и охотник с гордостью наблюдали за тем, как их источник помогал людям находить свое счастье. Теперь их приключение получило новую, более важную цель – делиться своими знаниями и помогать другим людям обрести любовь и счастье в жизни. Хотя их путешествие продолжалось, они понимали, что самое ценное для них – это связь между ними и любовь, которую они делили друг с другом. Так заканчивается их история.
Саша и охотник продолжают свое путешествие, их любовь и связь так же неразрывны, как их верность друг другу. Они живут в мире, где душевное счастье и гармония с природой стали главными ценностями. Их история напоминает нам о важности заботы друг о друге, благодарности за то, что имеем, и радости в простых, но особенных моментах жизни. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.